Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки, комментарии. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. Чего ты не замечаешь? На что тебе нужно срочно обратить внимание? Для начала делаю вашу сигнификацию, девочки. Если срезонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе результатов этого расклада, не забываем, расклад общий, девочки. Мои хорошие, в любом случае нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Только вы творец своего счастья. Итак, какая девочка пришла на расклад? Ух ты, павлин. Ага, интересно. Какое-то сообщество тут женщины, группа лиц. Какая девочка пришла на расклад? Ух ты, ё-моё. Так. Павлин, это карта. Это вы? Это вы у меня проигрываетесь с такой энергетикой? Такие характеристики. Это вы? Да, вы пострадали в прошлом. Угу. Мужчина. О чем это? Стабильность. Маска. Так, в прошлом была история с мужчиной. Для вас это тут карта крест, это уже как сложилось, случилось, это в прошлом было. Встреча с таким мужчиной. По карте смерть трансформация сейчас, перерождение. По-другому вы на эту всю историю начинаете смотреть, оценивать роль этого мужчины, свои какие-то там поступки в отношении него. Вообще эти взаимоотношения как будто смотрите по-другому. Карта урожая. В полной мере, как будто бы вы собрали урожай. Вот этот урок какой-то, который вам нужен был для чего-то. У каждого свое, да. У многих общение с этим мужчиной, боль, как горечь. У кого-то от предательства, у кого-то манипуляции. В полной мере, как будто бы вы это все вкусили. И многих из вас это подтолкнуло. Ответы на вопросы вы не могли найти. Там, в обыденной жизни, там, в общении в своем окружении. Кого-то подтолкнуло в эзотерику, в психологию по вот этой карте мне идет. Как будто бы, но благодаря этому, да, в то же время, может быть, впоследствии вы разложили все по полочкам, проанализировали, задали вопросы себе, может, ответили на какие-то вопросы там через Таро. Как будто бы вам удалось вот эти маски какие-то, которые были. Может быть, как своего рода маска была. На этом мужчине эти взаимоотношения были какие-то туманные, непонятные вам. Как вы захотели эту маску снять. Мне кажется, вам удалось в чем-то тут разобраться. В большей степени, знаете, какая-то тут прослеживается закономерность. Вы изначально, может быть, воспринимали этого мужчину по карте князь. Он ресурсный, интересный. Может, для многих был лакомый кусочек. У кого-то тут мужчина уже, как вам сказать, реализованный. Да, у кого-то это яхты, пароходы, у кого-то должность, тут положение в социуме. Сексуальное влечение. Вполне возможно, тут обоюдное вот это сексуальное влечение. Но тут, знаете, как будто с этим мужчиной такой нюанс, как будто бы вы чувствовали, что вы в нем заинтересованы больше, чем он в вас. Вот тут вот так мне идет. И для вас это было болезненно, для вас какие-то трудности, препятствия. Вы как будто в нем нуждались, прям, ну, тут не могу, тут чуть ли не как зависимость какая-то, тут по дьяволу, да. Но это в прошлом все мне показано. Почему-то мне показано рядом с этим мужчиной группа лиц женского пола, да. То есть он окружен большим количеством женщин. Ну, не хотелось бы мне тут приписывать ему, да, вот именно, что у него было много женщин там или сейчас.
Ну, как будто бы тут какая-то все равно идет конкуренция. Может быть, вы даже это чувствовали, считывали, что за этого мужчину конкурируют многие, им интересуются. Тут какие-то такие отношения, знаете, как будто бы вы постоянно ощущали, как вам в спину кто-то дышит. Может быть, кастинги какие-то там, ну, вплоть до того, что мужчина постоянно был на выборе, что-то тут ревность какая-то, дьявол. Вы себя ощущали, да, вам хотелось стать лучшей версией самой себя, вот, может быть, в моменте вот так вот, да. А, так, в прошлом. Ну и эта история, она вот мне показана вот с прошлого. Где-то, опять-таки, до конца не отпустили. Вот эта карта потери. Может быть, вы не с этим мужчиной, но фантом этого мужчины присутствует в вашей жизни. И по вот этой карте вампир. Я не хочу тут говорить, что он тут вампир вампирский. Но энергию он у вас тянет. Это история, это как незакрытый гештальт. Это вот история, это как она подвисает. И вы свою энергию всю сливаете туда. Ну, характеристика этого мужчины, я сказала, тут он интересный, ресурсный, может влюблять в себя, причем легко это. Но для вас эта история вся закончилась, карта трудности, горы, тут непреодолимые какие-то трудности. Невозможно то ли с ним быть, и без него невозможно. Для вас очень болезненно, для кого-то разочарование в этом мужчине, во взаимоотношениях, вообще в мужчинах. У кого-то вот тут как в разлом по этой карте вдоль позвоночника, где-то как опору из-под ног у вас выбили, это как, будто бы, знаете, самооценочка. Может, изначально, когда там его встретили, так хотелось стать лучше. Красотка, тут и комплименты были, и вот вы на этом адреналине, на этом всем так кайфовали, да, влюбленность, эту крышу сносила. Но впоследствии у меня показано, как будто бы самооценочка эта подупала. Потому как тут постоянно какие-то сравнения, конкуренция. Тут странные какие-то карты такие, знаете. Какое-то огромное количество женщин вокруг него. Может быть, он в коллективе в женском работает. Ну, как вариант, знаете, такое ощущение, как будто ты не одна. Тебя в любой момент могут подвинуть. Вот так вот мне идет. Но мужчина себя любит, цветет и пахнет. Вполне возможно, это даже показано, как бы он привык к такому, да, к восхищению, к обожанию. Привык, что вокруг него там женщины-хороводы водят, там глазки ему заглядывают, ему комплименты говорят, а он тут расцветает. Как будто бы у него недостатка нет в вот это, в восхищенных этих женщинах. Вот как-то мне так идет, девочки. Тут априори этот мужчина, он, скажем так, не настроен, ну не буду говорить прям на верность, ну не настроен он на монашеский какой-то образ жизни, на такой образ семьянина. Нет, тут по-моему, мужчина живет на полную, и в это понятие на полную он вкладывает тут и по дьяволу. Ну, как минимум, флирт, общение, ни в чем себе не отказывает, товарищ. Ну, вот мне так идет. Плюс вот эта вот карта, вампир, потребитель. Может быть, вот так привык. Привык, что ему все должны, а он вообще не факт, что он кому-то что-то должен. Вы же сами все даете. Тут тоже так может проиграться. Так. Угу. И что мне этот мужчина? Я вообще вас смотрела, да? А вы у меня яркая птичка. Какая вы еще? Ага. У кого-то сейчас максимально стараетесь по карте мастер уйти в зарабатывание денег. Ну, тут скорее реализация, раскрыть свой потенциал. Это, может быть, подтолкнуло вас. Вот это любовная история, то ли не совсем удача в этой любовной истории. Может быть, старались заслужить внимание, привлечь этого мужчину. Может быть, как-то вот исходя из этого, а потом, в принципе, может быть, да, задались целью, как будто бы говорите, да ну жизнь на нем же не заканчивается.
Я столько всего хотела, я могу это реализовать. Во мне есть этот потенциал. Может быть, знаете, как даже элементарно амбиции какие-то проснулись, чего-то захотели, даже вне привязки к этому мужчине. Тут идет как очищение, история, как будто бы вы заново свою жизнь пытаетесь, ну, тут переоценка ценностей сейчас происходит у вас, и как отчасти свою жизнь переписать с чистого листа. Может быть, опять-таки, какие-то мечты реализовать, планы, которые там откладывались десятилетиями, да. Может быть, забыли, о чем мечтали, там с детства были какие-то мечты. Может быть, какое-то время тут фокус внимания абсолютно на этого мужчину был направлен, а сейчас больше как будто на себя. Опять-таки, какие-то планы, повторюсь. Вот тут что-то такое в отношении себя. Мне как кажется, сейчас идет у вас больше на себя фокус. Ну да, ищите ключики. Скорее ключики ищите. У кого-то раскрыть потенциал, у кого-то там карьеру построить, у кого-то даже разобраться в самой себе, да, элементарно. А чего именно я хочу? Вот мне так идет. Такая ваша сигнификация у меня вышла. Подпишись на канал и поставь лайк. Чего ты не замечаешь, на что тебе срочно нужно обратить внимание? Чего вы не замечаете, на что срочно нужно обратить внимание? Чего вы не замечаете, на что срочно нужно обратить внимание? Чего не замечаете, на что нужно срочно обратить внимание? Чего не замечаете, на что срочно нужно обратить внимание? Чего вы не замечаете, на что срочно нужно обратить внимание? Итак, чего вы не замечаете? Слежки какой-то за вами, сплетен вокруг вас, капец, тут прям постоянно за вами следят, это не прекращается. Угу. Знание, подарок. Уточню. Тут прям хочется прочитать, так знаете, бойся своих желаний, да. Они имеют, как там, свойство исполняться, да, реализовываться. Очень интересно. Тут как сочетание такое. Но если подряд это все прочитать, вот чего ты не замечаешь, вы не замечаете, да, то тут какой-то товарищ, мужчина, мне так идет, тигр, это часто проигрывается, такой альфа-самец, влюбленный, самовлюбленный, мужчина, который самоутверждается, кайфует, прямо он ощущает себя таким, знаете, я самый лучший, вот, детка, я твой подарок, да. Тут не почему-то вот подарок, тут знание, этот. Мне прям так идет. Так вот, вам говорят, не знаю, девочки, почему, вам говорят, вы не замечаете того, что вот этот мужчина, понятно, тут он карта треугольник, вполне возможно, мужчина и не свободен, или для него норма, что в отношениях у него присутствует не одна женщина, а ну еще одна может присутствовать. Так вот, вот как будто бы вы не замечаете чего, что шансы, ну, с этим мужчиной быть, находиться рядом, пытаться что-то выстроить, вот как будто бы не замечаете того, что, сейчас я уточню, но вот как будто бы мечта об этом мужчине, карта звезда, вот это вот видение всей этой ситуации, мне все-таки вот сочетание, вот это все, вы много о себе надумали, придумали, где-то, может быть, наидеализировали, где-то даже вот у вас какая-то там своя мечта была, да, видение вот взаимоотношений, а вы как будто бы этого мужчину туда вот с его какими-то, ну, как у каждого из нас есть недостатки, да, вы эти недостатки закамуфлировали, вроде бы как бы их, ну, или нет, или не настолько вы как будто акцент на них там сделали. Тут у меня такое какое-то как подмена понятий. Вы этого мужчину поместили в свою эту мечту. Автоматом наделили его прям
такой значимостью для вас, сверхзначимостью. А вам говорят, что это мечта, вот если она имеет место там вот, если вы этими шансами действительно как-то можете воспользоваться, тут карта книга. То есть мне показано, что если вы получите какие-то знания, и вы их сможете применить, и у вас будет шанс, да, вот ну, все вместе, да, допустим, вы будете воспринимать это как удача, шанс, какие-то знания, вплоть до того, что там может быть манипуляция какая-то, может быть, ну не обязательно тут прям ну, какие-то злостные манипуляции, может быть знания в принципе, там, психологии. Если вы сможете эту мечту притянуть, вот, отношения с этим мужчиной, я не говорю тут брак, семья, детки, нет, в принципе, да, вот какой-то шанс с ним вы сможете использовать, да, словить этот шанс. А вам говорят, все может оказаться настолько токсично, ядовито. И вот эти вот знания, карта тут сверху токсично знания, как будто бы, а вы заранее сейчас можете даже какие-то нюансы, ну, как предусмотреть. Вот даже ну, тут как искажение какое-то. То, что кажется вам идеальным, подарок небес, да, карта звезда, вот идеал этот. А вы не замечаете того, что вокруг этого может быть мужчины, очень много есть уже информации. Только тут карта сплетни, но знаете, как в каждой сплетне есть частичка, может быть, как правды. Если я не призываю вас тут, знаете, постоянно эти сплетни собирать и это, и как-то классифицировать, да, и пытаться разобраться, где правда, где нет. Но если вот вам действительно вот, ну, скажем так, удастся хоть проанализировать вот какое-то количество этой информации, которая по поводу этого мужчины, она есть, вот просто как будто бы вы поймете, вам придет знание по поводу того, что мужчина, может быть, уже давно проявляет себя, вот как по карте тигра, это тут, ну, как самовлюбленный, как там какой-то мужчина, для которого очень важно получить вот это восхищение, одобрение. Мужчина, который, скорее всего, нормально относится к наличию там ни одной женщины во взаимоотношениях. Может быть, даже этих женщин уже было достаточно много, и об этом тоже эти сплетни есть. Ну, не бывает, ну, как бы, как вам сказать, на пустом месте, ну, не бывает вот так вот, что прям сплетни на пустом месте. А тут какое-то большое количество этих сплетен вокруг этого мужчины. Ну, вот как-то так, девочки. Уже не знаю, почему они вот вам это хотят сказать. Вот вы не замечаете, вот, знаете, может быть, там, ну, какая-то информация об этом мужчине, да, всплыла. Вы первый раз там поверили, не поверили, отмахнулись. Потом второй раз, потом третий. Просто вам предлагают задуматься. Ну, как будто бы не бывает дыма без огня. Ну, ваше дело там верить, не верить, понятно. Ну, как будто бы просто даже задумаетесь. И вас просто предупреждают, что вы слишком наидеализировали этого мужчину. И себе придумали какой-то формат, который возможен, ну, или вы хотели бы это получить. А по факту для вас это будет вообще токсично, ядовито, разрушительно. Ну, вот. И как будто бы вот это знание, вот вы этого не замечаете, но знание, оно может быть это внутри вас, оно уже где-то есть. Просто вы не готовы сердцем это принять, не готовы согласиться на это. Это как, знаете, отказаться от своей мечты, которую вы там лелеяли. Ну, вот действительно для вас это было, может быть, супер, это мечта какая-то. Знаете, как уже вы свыклись с этим. Это как, ну, не говорю там прям смысл жизни, но это отчасти как вот неоспоримо. Ну а как? Тут вам просто предлагают на эту всю ситуацию посмотреть под другим углом, сделать выводы. Ну вот вам говорят, опять-таки, информация, тут сплетни, да, а тут говорят вот по поводу этого мужчины, карта письмо и карта треугольник, о том, что у него, может быть, повторюсь, параллельно несколько женщин, каких-то увлечений. И вот это вот письмо, эта информация, она может действительно вам разбить сердце, разбивать сердце. Может быть, вы специально обходите все эти
э, понятно, разговоры, и боитесь, и не хотите, осознанно, неосознанно. Может, хотите себе все-таки шансы дать, может, говорите, вот он с ними таким был, да, а вот я смогу ему заменить всех женщин мира, а со мной он не будет таким. Вот, ну, вам говорят, что тут в чем-то это ваша как иллюзия, обман. Где-то вы, опять-таки, желаете видеть, ну, принимать желаемое за действительное. Ну, ваше право, конечно. Ну, опять они говорят, что вам нужно включать свой здравый рассудок, не эмоции стараться контролировать, сексуальное влечение, если можно его как-то так проконтролировать. У вас призывают по карте воительница быть с мечом, то есть здравый рассудок включать, опять анализировать все, что мужчина говорит. Тут мужчина, дьявол, подарок. Смотреть на его поступки реальные. Не то, что он там обещает по карте подарок, а по факту, что вы получаете от общения с этим мужчиной. Какие потребности он ваши закрывает. Элементарно. Почему? Почему этот мужчина имеет над вами такое, на вас такое влияние? Ну, вот как-то так, девочки. И опять, видите, тут вы рассчитываете на одно вот подарочек, да? Тут вы рассчитываете на звезду, а звезда это мечта, идеал, шансы. А получаете токсичные отношения, токсичные проявления. И тут вы надеетесь на этот подарок, что все будет прекрасно, как вы себе там придумали. А из этого подарочка выскакивает злобный клоун. Форс-мажор. Но это не форс-мажор на самом деле. На самом деле вам просто пытаются донести, что как бы звоночки уже были, есть, уже информация это есть. Вам только нужно дать себе, ну, знаете, как вам сказать, себе шанс разобраться с этим мужчиной, с его проявлениями. Тут опять знание, карта письмо. То есть, может быть, больше информации чуть-чуть собрать об этом мужчине. И в конце концов действительно разобраться, а как в отношении меня, какие он совершает поступки, его конкретные. Ну, вот тут так, девочки. Так, продолжаем, девочки. Смотрим, что тебе срочно нужно, на что тебе срочно нужно обратить внимание, да? Так, вот карты эти. На что срочно нужно обратить внимание? Ух тышка. Вам нужно срочно обратить внимание на свое ощущение свободы. Тут как будто бы вас призывают, может быть, сейчас больше внимания уделить самой себе, побыть наедине с самой собой. На что обратить внимание? Карта одиночества, но тут говорят, что у вас сейчас такой период в жизни, и от этого можно словить кайф, насладиться этой где-то свободой, свобода одиночества, да, свобода, может быть, сейчас у вас как раз и нет таких каких-то там срочных дел, когда вас там все одолевают своими проблемами, трудностями, вопросами какими-то. Говорят, может быть, сейчас воспользуйся этим в полной мере, ощути эту свободу. Свободу, может быть, от привязанности к кому-либо. Да, как будто бы вот к себе прислушайся. Вот тут вот не зря эта метафорическая карта, сидит человек, и он как вслушивается. Тут раковина, да, моллюска, он как вслушивается вот этот волны, да, вот там каждый слушает свое, слышит свое. И вас просто как будто бы призывают к тому, чтобы вот этот период какой-то, он очень важный, период прожить этот, принять, осознать, что для вас важно. И благодаря этому, говорят, вы выйдете, тут карта балансирования, вы выйдете в состояние, где вы сможете дальше идти
уже спокойно, уравновешенно, будете прекрасно осознавать собственные там ценности, приоритеты в жизни. Вот тут как-то так мне говорят. Так, жадность, поездка княгиня. Сейчас буду уточнять, о чем это. Так. Говорят, вам нужно сейчас набраться этой какой-то энергии, спокойной уверенности в самой себе, в том, что вы идете своей дорогой, ваша дорога, она правильна для вас. Но мне так вот идет, как будто бы вот этот вот запас этой энергии и спокойствия, он вам пригодится в дальнейшем. Для чего? Может быть, тут у кого-то к тому времени, когда вы уже тут будете, вот такое тут балансирование, да, как будто бы вы уже будете четко понимать, чего вы хотите и чем готовы, может быть, там отчасти поступиться, да, на какие компромиссы будете готовы, на что вы в принципе не согласны, да, с чем там мириться, закрывать глазки. Тут как будто бы вот вы это все должны прожить, и потом в вашей жизни может вот этот вот тот самый шанс какой-то случится. Предложение, тут поездка, и мне так идет, вот, нужно обратить внимание, что вы должны к тому моменту, когда у вас вот это вот случится, это может быть предложение, у кого-то предложение рабочее, да, моменты какие-то, там бизнес, карьеру построить, у кого-то предложения, может быть, там семейные какие-то, у кого-то переезд, да, смена места жительства, у кого-то это личное. Вам говорят, вы должны быть уже в состоянии покоя, спокойствия, да, вот, уверенности. Вы четко должны уже свою ценность осознавать, повторюсь, свои какие-то, вот, уже у вас должны быть вот четкая иерархия ваших ценностей, вот, повторюсь, приоритеты в жизни. Карта княгиня. Тут как будто бы вы уже к тому моменту будете настолько вот уверены в том, что да, этот выбор я делаю, да, вот этот шанс я использую. И тут как будто бы это как естественно у вас все получится. И карта взлет. То есть вы воспользуетесь этим шансом, вы не упустите этот шанс. В полной мере вы им воспользуетесь. Ну, мне так. Это какая-то тут уже как осознанность, это уже принятие. Ну, опять-таки, как будто бы вы будете четко понимать, да, это мое, я на полную этим воспользуюсь. Вот так вот мне идет даже. Опять-таки, мне почему-то говорят, вот этот период вам сейчас нужно прожить. Ну, это примерно по карте отшельник, да, это ответы на вопросы, которые вас волнуют, они уже есть ответы внутри вас, вам просто нужно разложить по полочкам все. Вот эти, говорят вам, этот период какого-то одиночества, это используйте для того, чтобы разобраться сами с собой. Тут вот карта взлет, я так буду это трактовать, это как классный период, это сродни как колесо фортуны поворачивается, да, поворачивается в вашу сторону. Это открываются новые возможности. Вы можете эти, опять-таки, свои возможности и свои способности использовать. Опять-таки, если тут встреча с каким-то человеком, ну, любовная сфера, да, тут взаимодействие, мужская фигурка, женская, и они вместе образуют вот эти ножницы, да, два лезвия, и они вместе вот тандем образуют, и у них все получается, все как наилучшим образом складывается. Тут карта уют. Вам просто говорят тоже, сейчас наберись энергии, спокойствия этого, для того, чтобы в будущем ты могла в полной мере, может быть, создать уют, в первую очередь для себя, создать какую-то такую обстановку, чтобы тебе было комфортно. Из этого состояния, вот как вас будут считывать, тут княгиня, тут карта уют, вас такой будут считывать, и рядышком, может быть, появится, ну, тут у кого-то мужчина появится, который будет вас вот такой воспринимать уже. И вот он на такую энергетику вашу, он и притянется. Если это не личных, ну, я имею в виду, не мужчины касается, то даже рабочие отношения. Тут вам говорят, вы в таком состоянии намного больше привлечете
опять-таки, каких-то ресурсных людей, которые с вами смогут нормально выстроить гармоничные взаимоотношения, нормальный энергообмен, то есть равные взаимоотношения. Вы им будете там энергию свою, помощь предлагать, и они вам взамен также будут предлагать. То есть не будут этого потребительства, не будет перекоса во взаимоотношениях. Тут, видите, взаимодействие, прекрасное, ровное взаимоотношение. Но мне так вот идет. Вот на это нужно срочно обратить внимание. То есть сейчас себе уделить внимание, выделить себе время, может быть, для отдыха, для самой себя, побыть с собой наедине, успокоиться. Опять-таки, для чего? Для того, чтобы потом, в дальнейшем, вы могли идти, тут карта балансирования, смогли противостоять любым, я не знаю, что там, вызовам судьбы, провокациям любым. Вам вот важно сейчас набраться этой энергии. Все, мои хорошие, такой расклад у меня. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.